Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание 19 ноября. Почему именно этому дню? Дело в том, что это особенный, мощный по энергетике достаточно сильный день, когда мы с вами можем понять многие вещи, открыть глаза на многие вещи. Почему так? Дело в том, что у нас 19 ноября начнется в 12 часов по Москве денежное полнолуние. Почему денежное полнолуние? Далее в этом видео. Далее у нас лунное затмение, которое начнется у нас в 13 часов и закончится в 15 часов по Москве. И это все открывает у нас коридор затмений, который продлится аж до 4 декабря. Поэтому очень важно 19 ноября настроиться на те потоки энергии, которые будут идти из космоса. Также в этот день очень важно провести практики на привлечение денег, изобилия, достатка, благополучия. Также в этот день нужно выполнять определенные советы, рекомендации, потому что у людей достаточно много энергии. Они не знают, куда ее деть, и могут происходить определенные не всегда хорошие события. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы правильно подготовиться и правильно провести эту пятницу, 19 ноября. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, 19 ноября, друзья, в 12 часов дня по Москве у нас начало денежного полнолуния. Солнце и Луна встретятся точно друг напротив друга на оси денег Телец и Скорпион. Поэтому этому времени покровительствовать еще будет и планета Венера, которая добавит нам аромата гармонии и эстетики в теме финансов и нашего с вами изобилия. И далее в 13 часов по Москве у нас с вами начнется лунное затмение, которое закончится в 15 часов 3 минуты по московскому времени. И вот это лунное затмение открывает коридор затмений. Обращаем ваше внимание, что нужно быть очень внимательным и осторожным с 19 ноября по 4 декабря, потому что в это время будет проходить глубинная кармическая трансформация. Все, что устарело, все, что не работает, будет уходить. Может быть болезненно, а может быть и нет. Все зависит только от нас самих, от наших мыслей, от желания, как мы отображаем это в пространстве. И в дальнейшем это все будет влиять на нашу судьбу на протяжении почти 20 лет. Кроме того, у нас полнолуние в знаке зодиака Телец, а Телец у нас с вами отвечает за деньги, поэтому очень важно уделить внимание деньгам и финансовому благополучию. Далее у нас произойдет на оси Телец-Скорпион. Эта ось этих знаков зодиака отвечает у нас за отношения и материальные ресурсы, то есть как личные, так и профессиональные. Телец у нас с вами умеет создавать деньги, а Скорпион умеет управлять процессами. Телец может научить зарабатывать деньги, а Скорпион способен направить свою энергию на трансформацию того, что это мешает. Что же нам делать 19 ноября? Очень важный вопрос для многих людей. Во-первых, направить энергию на состояние финансовой сферы. Она будет зависеть от того, как вы будете управлять своим эмоциональным состоянием. Это в первую очередь. Поэтому очень важно в этот период проработать карму прошлого, которая бы закрыла вот эти негативные всевозможные ваши чувства. Также занимаемся закрыванием прошлого, работа с нашим подсознанием. Как минимум выпишите все, что вы хотите отпустить. Сейчас очень важно это для эмоций и денег. Также обращаем на свое внутреннее состояние, потому что оно именно показывает 19 ноября, где у вас есть пробелы.
и обязательно анализируем конфликтные ситуации. Открываем глаза пошире и замечаем подсказки Вселенной, потому что сейчас будет все максимально проявлено. Знаете, грань между мирами будет очень тонкая. Все обещания, данные в этот период, нужно выполнять, так как они несут кармические нагрузки впоследствии. Также постарайтесь очищать тело и дом, например, это сделать солью. Можете использовать колокольчики, можете использовать поющие чаши. Даже если у вас нет времени, включайте в интернете, на ютубе очень много аудиозаписей, которые связаны с вибрациями по очищению тела и вашего дома. Включайте, слушайте, произносите те слова, которые будут предложены в том или ином видео. Также постарайтесь 19 ноября взаимодействовать с природой и землей. Наша матушка Земля, она также хочет, она любит всех нас и готова нам это дать энергию изобилия и благополучия. Но воздержитесь. От чего нужно воздержаться? Во-первых, говорить о ком-либо плохо, кого-либо осуждать. Не стоит раздражаться. Сразу находите вот этот источник и переводите это в ресурс. Избегайте любого вида насилия. Это может быть и словесное, это может быть психологическое, физическое, даже с вашей стороны. Пожалуйста, держите себя в руках, анализируйте. Вы мудрые люди. Кто смотрит наши каналы, кто смотрит вообще, увлекается эзотерикой, магией, философией, вы мудрые люди. Вы не просто пришли ищите информацию и пришли на такие вот каналы, как минимум на ютубе. И обязательно прямо сейчас напишите настройку в комментарии, и мы вместе с вами обмениваемся и принимаем энергию. С этого момента открываю и очищаю все каналы денег и успеха. Так и есть. Но вы должны понимать, что так как у нас с вами 19 ноября лунное затмение, а оно будет влиять на все знаки зодиака, но больше всех почувствуют, друзья, следующие знаки зодиака: скорпионы, тельцы, водолеи и львы. Этим знаком большинству из них затмение именно ударит по финансам и отношениям. Но есть и те, кому очень круто повезет. Это у нас раки и рыбы. Раки, рыбы, по их гороскопу, они смогут наоборот улучшить свое финансовое положение и решить вот те проблемы, которые у них накопились. И, друзья, также ощутит влияние лунного затмения 19 ноября. При этом лунное затмение у нас 19 ноября, а вот люди, которые рожденные в эти даты, еще в течение от 6 до 12 месяцев будут это ощущать. При этом год рождения не имеет значения. Значит, кто ощутит? Это люди, которые рожденные с 17 по 21 мая. Далее с 17 по 22 августа, далее с 17 по 22 ноября и с 14 по 19 декабря. Далее, друзья, хотим с вами поделиться практиками, ритуалы, которые сделают вас самыми-самыми счастливыми, желанными, благополучными, счастливыми. Те, кто действительно может и готов жить в изобилии и достатке. Обязательно 19 ноября с вами используем силу воды, луны и нашего, друзья, девочки, и нашего женского круга силы. Итак, первое, что мы делаем обязательно. Перед сном 19 ноября на листке бумаги пишем желание, коротко и ясно. Например, я счастливая жена, или я счастливая мама, или я за рулем Audi там, или BMW розового цвета. Ну, у каждого свои какие-то есть желания, да. Или я живу в собственном доме, или я живу в трехкомнатной квартире, или я богатый, или я работаю на высокооплачиваемой работе и так далее. И для быстрого воплощения мечты вы можете добавить картинку в волшебном ключе. Ну, например, аист с малышом в клюве, например, золотая карета, если вы, например, мы говорим с вами о машине. Допустим, вы можете корону королевы
золотой ключик. В общем, все то, что душе вашей хочется, и вы должны понимать, что таким образом, чтобы вы должны подтолкнуть Вселенную побыстрее осуществить ваши желания. И после этого в заключении пишем фразу: «Да будет так для меня и для блага других». После этого, как написали эту фразу на листочке, прячем себе под подушку. А на следующее утро достаем и прячем в шкафчик, чтобы поменьше кто видел. Когда исполнится, листик наш сжигаем со словами благодарности. Далее, что мы можем еще, какие практики с вами провести? Во-первых, взять бутылочку воды и поставить ее на подоконник. Вы можете взять стакан воды, потому что энергия Луны в полнолуние, она у нас максимальная, поэтому неважно, светит она на нее или нет. А утром мы что делаем? Берем вот эту водичку и добавляем, например, в утреннюю чашку чая или в кофе каждый день. Все, кому это будет интересно. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 19 ноября. Пожалуйста, используйте наши советы, наши рекомендации для того, чтобы не этот день, но и все остальные дни прошли у вас благополучно, успешно и удачно.